Приветствую, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как сделать небольшую диораму. Использовать я буду набор буханки от фирмы Звезда в 43 масштабе. Из дополнения я буду использовать подправление от фирмы Микродизайн, маски от Армы и смоляные колеса от Arcona Miniatures. Помимо этого еще будет фигурка, основание, но обо всем чуть позже по порядку. Подробно останавливаться на самой сборке не буду, могу лишь отметить, что деталей в этом наборе немного, поэтому я их все сразу отделил. Основную часть сразу зачистил и приступил к склеиванию. Собирается она в принципе легко, и можно при желании все это сделать за вечер. Стыкуемость данного набора в целом хорошая. Есть в наборе пару кривых деталей, но общую картину они не портят. В целом все собирается просто, и можно с легкостью рекомендовать этот набор для новичков. Если вы новичок и не хотите заморачиваться с покраской, то в принципе можно оставить в некрашенном виде. Тут цвет пластика уже подобран так, что он подходит под почтовую буханку. Останется только наклеить декали. Ну, конечно же, лучше все это дело покрасить, что я в дальнейшем и покажу. Большую часть деталей я склеил, ну а те узлы, которые красить удобнее отдельно, соответственно, я их не склеивал. При работе со стеклением рекомендую использовать перчатки, дабы лишний раз их не ляпать. Если вам так же, как и мне, лень самостоятельно нарезать маски, то можно использовать готовые. В большинстве случаев это намного удобнее и быстрее, ну и стоят они к тому же недорого. В данном случае окрасочные маски мне упростят работу по выкраске резиновых уплотнителей и дворников. Также я использовал небольшое количество фотоотравления, оно применяется на торпедо, значок спереди, также сетка радиатора и плашки под номерные знаки. Для тех, кто все еще смотрит это видео, ловите небольшую хитрость для покраски мелочей. Берете обычную линейку, малярный скотч и приклеиваете его вот таким образом, липкой стороной кверху. Далее на эту липкую часть закрепляем мелкие детальки и можно спокойно красить. Модель перед покраской я предварительно покрываю серым грунтом. Покрываю в принципе практически всю модель, за исключением внешней стороны панелей. С ними я поработаю чуть позже. А так, внутренняя часть салона, сам салон, днище автомобиля, все покрывается серым грунтом. Далее, используя цвет старой шины, я покрываю покрышки, детали салона и также резиновые уплотнители на стеклах. После снятия окрасочных масок, смотрите, какой результат получается. Вот таким способом достаточно просто и эффективно окрашиваются резиновые уплотнители. Также я решил немножко протонировать стекла задней полусферы. Для этого я использую черный прозрачный лак от Tamiya. Красил в несколько слоев, пару сухих, потом мокрым. Салон я окрашиваю кистью, тут сильно не заморачивался, красил по минимуму, так как по большей части салон будет не виден. Краску наносил пару слоев, чтобы полностью перекрыть цвет грунта. При желании салоном можно заморочиться, добавить туда интересных деталей, мелочей, даже возможно посадить внутрь какие-то фигурки. Все это возможно благодаря тому, что стыкуемость у модели хорошая, и крышу можно сделать съемной без каких-либо заморочек. После того, как я окрасил в базовые цвета салон, прошелся сухой кистью по всем элементам, чисто добавить объема. Далее можно приступать к сборке корпуса. Как видите, предварительно места склейки я зачистил от грунта, краски. И после этого можно использовать обычный модельный клей для пластика и склеить полностью салон. Стыковка деталей кузова прошла практически идеально. Там потребовалось буквально небольшое количество шпаклевки, и все выглядит отлично. Днище после этого я выкрасил черной краской. Диски, крышу и внешнюю часть кузова я, соответственно, окрашивал белой краской, предварительно замаскировав изнутри все на скотч. Крыша, как вы видите, установлена, но она держится без клея и сидит достаточно плотно. Внешние панели кузова я, соответственно, окрашивал в бледно-зеленый. Внутрь салона напихал поролон, чтобы краска туда не попала, а крышу снял, так как она у меня остается белой. Захотелось буханку сделать немножко нестандартную, так как большинство моделистов красят ее либо в темно-зеленый военный цвет, либо в темно-синий, почтовые буханки, либо серые гражданские. Я выбрал такую веселую комбинацию: светло-зеленый и белая крыша. После того, как нанес базовый цвет с помощью аэрографа, кисточкой выкрасил бампера, дверные петли, ручки и прочие элементы.
После этого покрыл всю модель глянцевым лаком. Как обычно, используя маркеры Molotov Chrome, выкрасил отражатели в фарах, значок УАЗа и зеркала. Это, наверное, один из самых простых способов покрасить отражатели в фарах и подобные элементы. Да, маркер стоит недешево, но это очень удобно. Из набора декалей, который идет в комплекте, я использовал только номерные знаки. Все остальные декали мне не потребовались. Как обычно, декали размачиваются в воде, прикладываются на место, наносятся средства для фиксации, излишки влаги убираются и оставляются на просушку. После этого я пришел к смывке, носил светло-серую смывку, так как она сюда подходит лучше всего. Носить старался максимально аккуратно, так как буханка планируется чистенькая и здесь лишняя грязь ни к чему. По глянцевой поверхности смывка отлично растекается. Излишки убирал бездворственными ватными палочками, которые я заказывал с AliExpress. Ссылочку на них оставлю в описании под этим видео. Указатели поворотов, цветные задние фары красил с помощью цветных лаков от Tamiya. Не забывайте перед тем, как работать с моделью дальше, хорошенько дать просохнуть цветным лаком, чтобы случайно их не смазать. Для вклеивания стекляшек использую специальный клей для стекляшек. Опять же, со стекляшками работаю в перчаток, это позволяет избежать заляпанности. С везерингом у этой модели все достаточно просто. С помощью пальцев втираю сухой пигмент в покрышки и с помощью пальца же убираю излишки. Таким нехитрым образом запыляются колеса. Какая диорама, виньетка без фигурки. Собственно, вот такой персонаж будет у меня использован. Всего при покраске использовалось 8 цветов. И при покраске я использовал, как обычно, влажную палитру. Как сделать такую влажную палитру, можно найти у меня на канале. Ссылочки я оставлю в правом верхнем углу и в описании видео. Фигурка окрашивалась одним из самых простых способов. Вначале носились базовые цвета на лицо, на обувь, на штаны и на всю оставшуюся одежду. После того, как базовые цвета были нанесены, соответственно, перешел к этапу нанесения проливки. Проливка использовалась от Citadel, несколько оттенков и затем к высветлениям. Подробно процесс покраски данной фигурки я показывал на стриме. Можно было вживую наблюдать и задавать вопросы. Запись стрима есть на канале, но она доступна по спонсорской подписке. Кому интересно, заходите, оформляйте, поддержите меня не только лайком и комментарием, но и материально. Спонсорам доступны не только записи стримов, но и другие плюшки. Более подробно о спонсорской подписке можно узнать, нажав на спонсорскую кнопку под этим видео. После нанесения проливки я пришел к этапу высветлений, соответственно, делал его различными способами. Один из вариантов — это метод сухой кисти. Таким образом я прошелся по брюкам, ботинкам, кофте, шляпе и с помощью кисточки. Например, кистью я высветлял футболку. И в самом конце, по готовности фигурки, я покрываю их, как правило, матовым лаком. Теперь можно переходить к подставке. За основу подставки взята фоторамка, стенки из бальзы, а внутрь закладываю куски пеноплекса. Между собой их склеиваю с помощью ПВА. Далее формирую поверхность с помощью текстурной пасты. Пока текстурная паста не высохла, сверху засыпаю смесь из текстурной присыпки от Zipmaket вместе с кварцевым песком. Фактура мне сразу не очень понравилась, поэтому я сверху еще дополнительно добавил вручную присыпки от Zipmaket. И опять же, пока все не высохло, сверху накатал небольшую колею будущей дороги. Для этого использовал штатные колеса и зубочистку. Для дополнительной фиксации использовал жидко разбавленный клей ПВА. Я им прокапал всю поверхность. И после того, как все это высохло, можно избавиться от лишних бортов. Бальза режется легко, поэтому стандартным цанговым ножом можно это все обрезать. Теперь можно приступить к высадке растительности. В моем случае это будет статическая трава. Наношу разбавленный клей ПВА на места высадки травы
и засеиваю с помощью самодельного флокатора. Видео о том, как его сделать, можно найти у меня на канале. Ссылочка, как обычно, будет в правом верхнем углу и в описании видео. После того, как все участки засеяны, переворачиваем подставку и стряхиваем все лишнее. И даем всему этому высохнуть. Далее можно приступать к окраске. Вначале все грунтую черным грунтом. Таким образом окрашиваются стенки в черный цвет и подготавливается поверхность для дальнейшей покраски. Траву красил в несколько оттенков с помощью аэрографа. Вначале носил зеленый базовый цвет, потом добавил немножко более светлого оттенка и в конце приглушил немножко более спокойным оттенком. После того, как трава готова, перешел к грунту. Его вначале окрашивал серой грунтовкой, аккуратненько, чтобы не испортить труды по окраске травы. И затем вторым оттенком нанес русский песочный, чтобы получить результат, который меня устраивает. На этом подставка готова. Устанавливаем буханку на свое место, приклеиваем оставшие мелочи и устанавливаем фигурку на свое место. Мини-диорама виньетка готова. С вас, как обычно, лайки, комментарии, репосты. Фотографии можно найти в группе, сайте и в инстаграме. Спасибо за просмотр. Пока!